Sun and $50 decoy to fake that he shot with AWP to hopefully make CT side upper to peek him. It didn't happen this time as Navi had no one playing middle, but 10 points for useful decoy usage in 2020. Позиция от Моу мне показалась очень необычной, да, то есть мало кто залазит на вот это перила, да, в момент перестрелки в мидле, но в данном случае, именно конкретно во втором раунде, когда против него играет скаут, это было очень оправдано, потому что часто скауты в мидле действуют вот как деф. Они проскакивают мимо дверей и пытаются вас прошить в ответ, да, и пользуясь мобильностью девайса. Но Моу в этом случае перехитрил оппонента, потому что он занял максимально неожиданную позицию. Sorry. Yeah, I believe in you. Nice. One more. Only one. Just hug the wall, then aim at the building corner, and you're good to go. 128 tick servers will grant you with a smoke onto Xbox after you do that, plus every one of your team should be happy enough to go to short. Дальше тоже самый быстрый смог на Xbox, который я знаю в этой игре, и увидел я его в исполнении Боди на этом турнире, кидается ну, настолько быстро, что вам не нужно... Обычно, когда кидается смог на Xbox, игроки, которые идут занимать зиг под него, должны ждать, пока он упадет, да. А здесь, ну, по первому респу вы просто идете, наводитесь туда, куда я показал, делаете jump throw, и все. Каким-либо образом он прилетит, он может удариться об стенку, которая перед ним, он может удариться об парич, но он все равно упадет примерно туда. То есть 9 из 10 случаев этот смог будет попадать. Ну а если не попадет, то вы увидите уже с ТРСПа, что он летит куда-то не туда. Но чаще всего вы будете попадать. Дальше маленькая хитрость от Кинеса. Тоже в матче против Тайлу они применили вместе с Лаки вот такой вот буст и смогли застать врасплох b1t, который стоял на зиге. Это ну, такая ситуативная подсадочка, и явно ее не стоит использовать в каждом раунде, но b1t в данном случае ее вообще не ожидал. Ну, кто будет ожидать снайпера, который ждет вас в такой позиции? Это было максимально неожиданно, b1t еще и сожгли потом. Жестокие люди, не знаю. Прикольный молотов, я не знаю, может быть это как бы дефолт, но я первый раз вижу, чтобы смог на X блочили вот таким гениальным моликом. То есть серьезно, если вы снайпер в мидле и вам часто прилетает смог на X, этот молик это решение всех ваших проблем. Просто представьте, что вот он, кто-то из теров кидает дым на X, а там в этот момент лежит ваш молотов. Да все, до свидания, никакого дыма там не будет. И вы как снайпер, вы будете видеть практически весь мидл, то есть явно намного лучше, чем когда там лежит дым. И игроки атаки, они могут не ожидать того, что вы его потушили. То есть, допустим, вот я кидаю дым на X, посмотрите, видно вам что-то, нет? А до этого было видно. Еще мне понравился вот этот дым на Дасте, который кидал Некса, он вообще мастер, да, вот дымов с респауна на этой карте. Вот в данном случае, вдобавок к смоку на проход, который давали сами КТшники, вот так вот на минуте 40 залетает дым второй, и под него КТ выпикивали игроки атаки. Значит, как его кинуть? Становитесь, выравниваетесь вот сюда, потом обратите внимание, что вы сразу же падаете, потому что вы изначально выравниваетесь на вот этой вот, на вот этом камушке, соответственно, вы сразу падаете. И потом с нескольких шагов на шифте делаете jump throw. И главное вам успеть кинуть до того, как вы с этого бордюра опуститесь, потому что там уже вообще по-другому граната полетит. Поэтому вот сюда выравниваетесь, наводитесь чуть выше этой жирной какой-то грязной точки на земле, точнее на стене, делаете с шифта несколько шагов и бросаете. Face against complexity. We can still remember this thrilling BO3 series like it was yesterday. But you probably can't remember this smoke by Stanislav, so we go over it again. He gets stuck in this corner next to a longhouse, then aims on top of the left window like shown, runs till this window ends, and jump throws the smoke. It goes like this. Smoke has a great speed, it bounces off from this wall, and lands to CT spawn. Great alternative for a regular Xbox to CT spawn smoke. Complexity also won the round. Stanislav performed a great flank to CT spawn and got 2 kills. But still, don't underestimate the power of utility. This smoke played a crucial part in their round win for sure. Also, we are at the top middle, he hugs this wall and lines it up with the number 1 on the box. He aims at the box corner and when it's the right time, then jump throws the smoke. It flies high, bounces a couple of times and lands to CT ramp, blocking off the vision from CT to long and also from A to CT side middle. So in this case they used it to fake A and at the same time to cover CT, as they wanted to do 4/1B split. Not a bad idea. Дальше показываю вам раскидку мида от Астралис. В принципе, все, что нужно, чтобы сделать раскидку мида, это 2 смока. Первый
который летит просто в КТ, а второй, который закрывает видимость с ящика на КТ, с возможного буста. Зипникс, да, видите вот это вот черное пятно, на него, на его краешек наводитесь и делаете jump throw. Все, и он 100 из 100 попадет у вас на этот ящик. Хотя... I smoke on the box, Yeah, someone okay. smoke down. I don't have smoke. Boxy has. I will just go big, Smoking guys. box. I will go 3 here. I did the other one. I flashed. I'm all alone. И никто из нее просто не выйдет. Интересное решение от Mousesports. Вот этот молотов Сани кидает под буст, который делается в КТ, а потом сам залазит на буст. То есть тут такое решение интересное. Первый раз видел от про-команды, и оно реально сработало. То есть точно никто не ждал Санни на самом бусте, а потом он так на неожиданность взял и убил игрока в КТ. Как по мне, очень даже рабочая фишка. Можно запоминать. Дальше флешка на карте Денюк. And a nice little solo play by Kinky. Usually when people go out mid, they smoke CT. He does the opposite. He hugs this lower wall, aims like shown, and left click throws. Smoke will land close to mid B side corner, giving Kinky some room to work with and try to peek CT, to hopefully help his teammates on A. Unfortunately no one to flank there, but he still gets what he's looking for. 1 versus 1 duel against CT spawn box guy, and he wins it. So again, a great variation what you can do when going out CT side middle. What he does here, he throws a nice molotov to double doors, which spreads both ways and clears the close corners. I also found one round where you can see that it works and it does some decent damage to Summer, as he has to use one of his smokes early in the round. You can copy this molotov from right here or look around. Since there are slightly different lineups out there that do pretty much the same work. Again, feel free to use whatever lineup you can memorize the best. But now when G2 decides to go mid to B, they throw their CT smokes from double doors, since it's faster and you can be more explosive with your attack, instead of this classic Xbox to CT smoke. Also, here you can quickly see the lineup, as Shox is the guy who throws a second smoke that lands on the box, so that CTs will have 0 gaps in their spawn to work with. Super general. Again, Navi versus Ents. Nothing really special here. I just want to show you one of those shadow advantage positions. The best one on this map is probably in Longhouse. But here is another one. Try to avoid this place as a CT on your side middle. As you can see, Alexi B can see Electronic shadow way before and therefore prepare himself for the fight. This is in 4 times slow motion right now, but still it's enough time, especially for pros, to react to this and get the reaction advantage out from this shadow. So make sure you know where you have the shadow advantage and where you have the shadow disadvantage. I know there are some of you who just heard first time about shadows in CSGO. This topic needs a whole dedicated video, maybe even 2. Much fresh ideas, even on those old maps. Watch Hard Legion demos. Their approach to the maps is pretty unique and they do use some cool moves in different scenarios. In this Deagle Buy round, I want to show you how they wait CT side mid guy to peek them. Krad leading the way as he is close to the door's position, patiently waiting for an enemy to peek. But have a look at the whole combo. If you would peek this, you'd have to face 3, they could win your rounds Deagles, and they are on 3 different levels as well. Firstly, it's pretty hard to see all of those heads, and secondly, it's pretty hard to do anything against it. It's hard to flash them since they hold tiny angles, and it's almost impossible to nade them as well because they have objects in front of them to find quick cover, and the levels help them as well. So overall, in my opinion, pretty cool approach that I haven't seen before to wait CT side player to peek you at middle. Вот, он видел это на демке, если не ошибаюсь, в официалочке с Виталиками. Там за его пикал чела, то есть они отгоняли снайпера, который постоянно стоял вот тут, они его отгоняли на грибы и дальше под окно флешками. После чего они его решили пропикать, как бы. И как они это сделали? Откидывается 2 смока. Смок КТ дефолтный, типа, и смок налево, который, ну, вот, буквально кидается вот так вот. Ну, что-то около этого подобия. Ну, на самом деле, можно, в принципе, как бы полайнапить немножко получше. Что-то я хуйню, по-моему, кинул. Ну вот, но в чем смысл и соль, как бы, всего этого? Потому что под флешку выходят 2 чела, чистят близко, то есть никого не видят. И они должны быть уверены, что вот там за этим смоком где-то снайпер. Снайпер после этого смока отойдет под окно, потому что ему невыгодно стоять на грибах. И в этот момент они подходят, тут лежит смок.
И просто один чел садится где-то вот здесь, ну и при этом сидит, наверное, антифлэш, потому что, ну, под флешку может ворваться КТ, чувак. И второй просто, ну, типа, за его подходит, запрыгивает на него и пропикивает окно. В чем прикол в том, что чел с окна просто, во-первых, не будет ожидать такой хуйни, то есть он не будет поверх смока смотреть. Он, скорее всего, возьмет там как-нибудь вот так вот, да, на выход. Ну вот. Ну, либо он там фулл на конструкцию залезет и будет полную хуйню делать. Он не будет ждать того, что резко залезет чел, просто на контроле подползаешь, залазишь и сразу же пропикиваешь. Это легкий килл на снайпера, который просто вот оттянулся под окно. Идем дальше. Карта DAST2. Здесь Team Liquid порадовали новыми изобретениями. В принципе, вот эта фишка еще из 1.6 мною любимая была. Да, вы когда в зиге находитесь, вы не чекаете вот эту позицию, правильно? А вот стоит чекать, потому что Team Liquid вот абузили этот буст как могли и убивали всех в зиге. Такая довольно изъезженная, но типа в последнее время мало кто юзает, и тем более Валерка уже показал одну разыгровку с таким смоком, я покажу просто вторую, и немного более вариативную для снайпера, который играет на миду. Словно несколько раундов ты показал челам, что ты есть на миду, да, ты там мог даже пропикать нижнюю, там под свой собственный смок. Потом ты берешь и просто под такой же собственный смок, который ты просто откидываешь вот таким вот образом. Вместо того, чтобы пропикать нижнюю, ты подходишь к этому ящику великолепному, просто залазишь на него и пикаешь чела, который в респе все еще пытается тебя вычислить. То есть там смотрит пропрыг или еще что-нибудь на неожиданность. Также можно варьировать бустом вот тут. Но тут понадобится тиммейт, то есть ты зовешь чела, бам, подсадился, и также убиваешь. То есть, ну, ты можно сделать 2 раза за половину, и я думаю, что можно, ну, точнее, 100% ты найдешь килл. Если ты дохуя вообще уверен в себе и понимаешь, что там челы не играют фастом нишку, то ты можешь остаться прям в тупую, просто залезть на X и пропикать 8, что угодно. То есть у тебя есть вариативность, и от этого ты пляшешь. Ты не увидел респу, ты можешь упасть и опять продолжить смотреть нишку, или там уйти в шорт. Что тебе угодно. А это one-way вообще? Это типа чел будет видеть тебя, то, что ты запрыгиваешь? Ну, как, он в принципе увидит двойной зум, 100% он увидит, но это именно на неожиданность. Если ты на контроле запрыгиваешь, ты сразу готов стрелять, и все. Чисто на реакцию вот переебать. Да, да. Ну, а буст вот тут, это да, это будет one-way.